Всем привет! Давно не виделись. Сегодня вам расскажу про выбор одноручного оружия для бугуртов. А Ира мне поможет показать, она как раз в доспехе по случаю, поможет показать, куда тем или иным оружием лучше бить, чтобы достичь наибольшего эффекта. Основных, два типа оружия основных в бугурте, это одноручных, имеется в виду. Это топор одноручный, вот он у нас представлен, и фальшион, вот, обычный фальшион. Топор просто для примера, не обязательно такой, они бывают немного другой длины, другой формы, другого веса, другого баланса. Это мы, возможно, отдельно разберем, как выбрать топор для бугуртов. И отдельная номинация – это фальшион с шипом. Это некий гибрид топора и фальшиона. Рассмотрим, кому чего стоит брать, почему не стоит брать, какие преимущества и недостатки у каждого вида вооружения. Давайте, наверное, начнем с фальшиона. Самое простое, самое популярное. Фальшион. Оружие самое, по большому счету, простое. Им проще всего попасть, с ним проще всего бороться, он нигде не цепляется. За него нельзя хвататься руками, и это очень ценно. То есть, если противник возьмет, схвати, оп, прибежит судья, настучит по рукам, заставит отпустить. Вот. Да, фальшион и топор предоставлены магазином Танжон, поэтому надо вернуть их в целости и сохранности державами. Спасибо ему за это. Ну и, собственно, вот. Эффективно им бить практически куда угодно. Если недостаточно защиты, как-нибудь там пенки не наклеены на доспех, еще чего-то. Если вы достаточно сильно бьете, то противник будет чувствовать хорошо. И при этом довольно неплохо бить именно вот в латные части. Может быть, щели какие-то нащупаются. И не особо хорошо в бригантину, только когда она очень сильно натянута. Обычно под бригантинное пространство довольно хорошо бронируют. То есть какую-нибудь пенку уже подклеивают, почти все черепашки там есть. Особо не пробить. И поэтому по латным элементам фальшион залетает хорошо. То есть он никуда не соскальзывает, большая плоскость, поверхность контакта. Он прилипает и никуда не соскользнет, это классно. И весь вес меча, а он довольно массивный обычный, фальшиона, приходится туда, куда вы запланировали. Но, конечно, главное преимущество – это не удар. Удар фальшионом все равно менее, самый безопасный из того, что можно придумать в пятерках каких-то еще. То есть оружие самое слабое по дамагу. Основное преимущество, что с ним удобно бороться. То есть его можно все время, вот если он застрял под мышкой у человека, его все время можно взять и просто вынуть. Если вам куда-то его заломали, тоже как застряло, то он тоже довольно просто вынимается. И именно поэтому 95% людей, которые ходят по борту, первые номера, которые все время борются, у них другой работы особо нет, вот я бью кого-то крайне редко. Обычно это не требуется. Вот я хожу по борту, перехожу к человеку, у меня фальшион, я знаю, что он не может за него схватиться, я знаю, что он нигде не застрянет особо. Все. Вот мне нужен фальшион. Причем, я бы сказал, как можно более легкий. Такой по руке. Не утяжеленный, ничего. Просто не тяжелый фальшион. Если кого-то понадобится, если я уже кого-то бью, это значит, что у нас численное преимущество, значит, это особо не надо. Вот, то есть приятно, когда если бы я бил сильнее и больнее, но у нас уже численное преимущество, и можно реализовать и борьбой тоже. Поэтому первым номерам, строго говоря, топоры никакие не нужны. С фальшионом давайте пока закончим. И, кстати, есть многие команды, которые только фальшионы используют, без топоров. Например, та же «Медвежий 5», одна из топовых команд России, они все с фальшионами бегают. У них акцент на борьбу, они особо никого не забивают, поэтому как раз вот все борцухи хорошие, все бегают с фальшионами, чтобы не мешало, чтобы не запутывалось. Вот. Переходим к следующему. Это у нас, как видно, топор. Этот топор конкретный, на мой вкус, несколько длинный. Бороться с ним совсем плохо, особенно у борта. То есть, как только вы придете к человеку с таким топором, он вас его схватит
и вы сделать ничего не сможете. Вы можете там головой побиться в него, вырвать его уже только второй рукой как-то, выкручивать, что-то такое делать. Опять же, если вы первый номер, вы этим топором даже особо никого не ударите. Вы, может, на сходе врежете по своему оппоненту, но это максимум, чего добьетесь. В основном вы будете стоять с вот так вот, топор, заломленным топором и думать, как отсюда выйти. Ничего хорошего у борта вас с топором не ждет. Топор может пригодиться второму номеру, особенно если у этого второго номера есть хороший первый номер, а про номера посмотрите мой стрим про тактику 5×5. Второму номеру топор может пригодиться. Если он не вяжется, если он верит в своего первого номера, то есть вот как Дмитрий Кунчик, например, ходит с топором, он такой плавающий второй, третий номер. Да, можно. Ему и второму номеру иногда побить приходится, куда-то треснуть, так, один раз, чтобы человек понял. Ну и вот. Второму и тем более третьему номеру топор вполне подходит. Я все равно с топором не хожу, и, наверное, даже если бы я третьим номером был бы, я бы топор не брал бы, только двуручный. Какие еще недостатки? У него очень маленькая вот, площадь воздействия, вот это пространство. То есть бить им в латные элементы, особенно человек, который двигается, довольно непросто. Если фальшион сюда прям прилипает, вот как плоскость ударил, то есть вся энергия туда уходит. Если вы бьете топором, то велик шанс, что угол будет чуть-чуть неправильный, и он куда-нибудь соскользнет. Из-за маленькой площади воздействия соскальзывает периодически. Топором, если бить, то бить только в мягкое. Мягкое – это бармица. Под бармицей обычно довольно безалаберно люди подходят к вопросу защиты. То есть ценно топором ударить сюда, да и фальшионом тоже. В какие-нибудь мягкие части. Вот плечо, открытая рука. Если фальшионом сюда не попасть, с близкой дистанции, вот я подхожу, туда фальшионом выцепить довольно трудно. А топором даже не сильно. Вот, в голое место проникнуть можно. Вот. В локтевые сгибы, ну, как бы, да, есть риск травмировать противника, но если делать это не сильно, а просто чтобы как-то напугать его, то там ничего опасного обычно нет. Ну, там мягкие ткани, связки какие-то, это все зарастает. То есть, если, да, противнику рука открылась, можно, в принципе, туда не очень страшно шлепнуть. И тоже для этой цели топор подходит лучше, чтобы выцеплять как раз дыры в доспехе. Почему топористов обычно не любят? Потому что они по дыркам бьют. Еще топором очень хорошо бить по мягкой большой площади, то есть по бригантине сбоку, либо сзади. Вот, если противник вам задом повернулся, лучше, если у вас будет хороший крепкий топор, чтобы вся энергия от вашего удара, особенно мелкопластинчатая бригантина, туда отлично зайдет. Я не буду, конечно, их бить сильно. Бах! Он как раз за счет того, что тут мягенько, он туда влипнет и всю энергию вот с этого места принесет в человека. Фальшионом в этом плане именно по бригантине бить немного хуже. То есть он, наоборот, распределяет энергию удара и там прижигает, но не так. А топор именно пробивает в одно место. То есть топор у нас, с ним плохо бороться, им легко попадать во всякие щели в руках, в плечах. И да, очень велик шанс критического поражения. Если куда-то в дырку залетит нечаянно, там, топором, шанс того, что противник просто возьмет и упадет, он гораздо больше, чем фальшионом. Потому что фальшион все-таки более щадящее, более гуманное оружие для бугуртов. Но, опять, гигантский недостаток, с ним очень плохо бороться. И есть у нас гибрид. Фальшион с шипом. Но он странно выглядит, потому что по правилам по всем скруглен. Вот этот шип называется. То есть он к чему этот шип? Чтобы как-то реализовать преимущество топора за счет маленькой площади соприкосновения и преимущество фальшиона, что за него нельзя хвататься, что его легко вынуть, он гладенький. Я не пользуюсь, у меня почему-то душа не лежит. Это пространство, это то, как раз чем обычно и бьют. Вот эта часть меча, там, где шип. Даже, я бы сказал, вот этой частью обычно приходится удар, если я хочу прям, ну давай проэкспериментируем. Бам!
Ну да, я попадаю чуть ниже, чем шип. А я попадаю чуть ниже, чем шип. Соответственно, когда я бью по латам, тоже тут какая-то вот неровная поверхность. Рассчитать так, чтобы весь удар пришелся четко именно в ту точку, в которую я планирую, не так уж и удобно. То есть этот шип упирается и соскальзывает либо сюда, либо туда. То есть момент скольжения этого есть, который отсутствует просто у ровного фальшиона. Но зато им чуть получше бить по... Им точно так же неудобно проникать во все вот эти вот потаенные места. То есть если человек стоит, вот туда ему попасть не так просто. Топор бы влетел, а фальшион вот в грудь уперся. Вот. Но им гораздо лучше, чем обычным фальшионом, бить по спине. Если сюда, то от шипа гораздо больше повреждений пройдет, чем от просто обычного ровного фальшиона. Все, повернись к людям лицом. Что, делаем вывод? Выбирать фальшион с шипом или обычный фальшион – дело ваше, но у первого номера должен быть фальшион, вот в идеале. Тот, кто стоит у борта, тот, кто там борется, ему топор не нужен. Вторые номера опционально, но вторые номера тоже, как правило, много борются. Поэтому топор тоже не всегда хороший выбор. Третьему номеру топор хорош. Вот его задача подбежать, шлепнуть и убежать зачастую, пока его не связали. Топор ему подходит. Вот. В чем еще преимущество топора? Или недостаток? Как? Вас все время пытаются освободить, чтобы вы били. То есть вот вы с топором с кем-то боретесь, к вам приходит ваш друг, а у вас топор, а у него фальшион. Он такой: иди бей. А ты уставший уже, тебе лениво, ты отходишь, и тебе приходится бить. Вот. А друг твой отдыхает с фальшионом. Поэтому у людей с фальшионами большое преимущество в этом плане. Можно больше отдохнуть. Мотивированно. Можно обосновать. Ладно, давайте. Я обещаю, что видосики будут чуть почаще. Сейчас бетонация кончилась, отходняк тоже кончился. После нее все отдохнули более-менее. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Счастливо.